Приветствую! Сегодня у нас X-Ray 2 Square, что в переводе означает квадрат. X-Ray второго поколения, по сути, было первое. Незначительные изменения коснулись второй версии. Из интересного то, что эта модель имеет дизайн, скажем так, более классических кроссовок средней высоты. Коллекции осень-зима 2021 года, а произведены они в Китае. Они подойдут на разумные температуры. Это не будет прям огромный минус, а именно где-то минус 10, минус 15. Понятное дело, что у каждого индивидуально, и плюс еще зависит от того, какие вы наденете носки. Внутри есть утеплитель, это флис, но он идет только до средней части, а спереди уже идет более, так скажем, лысая катоновая основа, если так можно выразиться, за счет чего они не самые теплые. Сделаны они практически полностью из эко-кожи, указывается, что вроде как там до 15% идет натуральная кожа, где именно я распознать не могу, скорее всего здесь все идет эко плюс плотный нейлон. Насчет пропиток тоже не заявлено, скорее всего снег выдерживают, сильный дождь уже маловероятно. Довольно интересный дизайн, они такие массивные. В данном случае в таком цвете есть еще чисто черные, но они уже смотрятся не так интересно. Если мы посмотрим на внутреннюю часть, язычок, воротник, они отделаны флисом, довольно мягкий, приятный материал. Достаточно теплый, но опять же таки проблема в том, что он идет только до средней части. Внутри мы можем увидеть ярлычок, на котором указан артикул, размер, а также где произведена эта модель. Но он довольно далеко и неудобно, честно говоря, туда заглядывать. Стелечка идет стандартная, soft foam, она довольно мягкая, она обеспечивает здесь в принципе всю основную амортизацию и мягкость. Основная также есть прошита аккуратно, там идет катон стандартный, все отлично. Пена средненькая, не самая мягкая, но этого достаточно, особенно для зимы. Шнурки продеваются в петельки, ближе к верху уже идет металлический, так сказать, крючок, который позволяет зафиксировать в самом верхнем положении, чтобы обеспечить наилучшую посадку, так как если ходить в расшнурованном состоянии, пятка может ерзать. Для моделек X-Ray характерно то, что они довольно легкие, и несмотря на то, что здесь идет закрытый верх, там плотный нейлон и так далее, в весе они, то есть меняемые. И подметка у них, кстати, очень такая толстая идет. Формы подошвы они имеют, скажем так, объемные элементы, смотрится довольно интересно. Подошва здесь выполнена по заявлению производителя из EVO. Какая-то смесь, наверное, пенорезины с эвой, возможно, с добавлением полиуретана, точно не скажу. Но она достаточно мягкая, пальцами прожимается. Брать нужно свой размер, это именно длина вашей стопы, и которая указана на кроссовках. Вот так нужно подбирать, потому что если же вы будете сравнивать с другими производителями, размер может оказаться вам мал или наоборот велики. В этом цвете мне нравятся они больше всего, то есть хаки и черный сочетаются классно, особенно если подобрать еще куртку зеленого или черно-зеленого цвета, будет вообще классно. Шнурки обычные круглые, по посадке, по комфорту все отлично, правда верх такой закрытый и на мой взгляд на сильно широкую ногу они могут не подойти. Пятка прожимается, но не сильно, также здесь подметка твердая, возможно это тоже сказывается. На заломы ведут себя просто шикарно, я их вообще не вижу. Может со временем и появятся, и то только по бокам. Поэтому, на удивление, несмотря на то, что это эко-кожа, они очень хорошо себя показывают. Подметка здесь довольно толстая, имеет ярко выраженные протекторы, разнонаправленные, скажем так, в разные стороны, чтобы лучше цепляться за поверхность. Немножечко поскрипывают на плитке, возможно, со временем этот эффект пройдет. На мой взгляд, неплохие именно кроссовки, больше их отнесем в эту сторону, на вменяемые зимы, которые, собственно говоря, у нас сейчас, если не считать там какую-то тайгу, Сибирь, понятно, там нужна обувь более серьезная, более теплая. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, впереди больше. Так что оставайтесь с нами.